Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фриги Викинг, всем хорошего настроения. В этом видео мы поговорим с вами об одном навыке одного из командиров игры Rise of Kingdoms. И речь сегодня пойдет о третьем навыке Леонида. Давайте я вам в начале этого видео расскажу, почему же в принципе это видео имеет место быть и почему я записываю отдельные видео ради одного навыка. Дело в том, что третий навык Леонида в игре Rise of Kingdoms один из самых непонятных навыков. То есть, у нас есть описание этого навыка, и в нем написано, при каких условиях срабатывает этот навык и как он срабатывает. Но есть одна очень важная деталь, которая не описана. Там нет описания, с каким шансом срабатывает этот навык. То есть, этот навык имеет еще и шанс на срабатывание, но процента там нет. Далее, обращаясь в поддержку, когда я обратил внимание на этот навык, когда я еще, по-моему, не зафулил Леонида, когда я его только получил, я получил от поддержки ответ. Сразу уточню то, что у меня не VIP-поддержка, у меня обычная поддержка, так как я не донатер. В этом сообщении было написано, что по механике этот навык имеет шанс на срабатывание, но какой процент вы не узнаете. То есть в отчетах это не описано, и как вот вы видите этот навык, грубо говоря, так его и понимаете. Естественно, я чуть-чуть расстроился, но пошел проверять, как же работает этот навык, примерно для себя, хотя бы по отчетам, убедиться вообще, как он работает, и тогда я это сделал, понял, что в принципе все в порядке с этим навыком, не обязательно знать шанс в процентах, как он работает, и сегодня я решил, спустя там года игры, наверное, даже больше, рассказать вам все-таки, как примерно работает этот навык. Это первое, почему создается это видео. Второе, отталкиваясь от того, что у Леонида есть прокачка 5-5-1-1, и многие игроки говорят то, что такой прокачки достаточно, я хотел бы вам также, раскрыв третий навык, рассказать, почему Леонида нужно фулить. Я не против того, что Леонидом 5-5-1-1 можно, в принципе, полноценно поиграть, но я не согласен с тем высказыванием, то, что Леонида нельзя фулить. То есть, многие игроки считают, что фуловый Леонид недостоин потраченных в него голов, так как экспертиза у него да не очень. На самом деле, Леонид достоин фула не из-за экспертизы, а как раз-таки из-за третьего и четвертого навыка. А экспертиза ложится просто приятным бонусом. Поэтому в этом видео давайте я вам расскажу, как работает этот навык. Процента мы не узнаем, но примерно можем сориентироваться по ряду тестов, как же часто мы видим активацию этого навыка. Если тебе интересно такое видео и в дальнейшем у тебя есть вопросы по каким-то другим навыкам у других командиров, обязательно ставь лайкос, пиши в комментариях, что бы ты хотел увидеть о командире в подобном видео. Устраивайся поудобнее, ну и поехали! Для тех, кто никогда не озадачивался данным вопросом и не знает про третий навык Леонида, а такие игроки, я уверен, что есть, потому что даже мои друзья, которые прокачивали себе Леонида, есть такие ребята, которые даже не обращали внимания, что мы не знаем, как может активироваться наш навык. Давайте разберемся. Когда в войсках этого командира остается 50% воинов, то есть как только мы просадили свой отряд в 50% по количеству воинов, получаемые атаки могут активировать щит. То есть вот здесь как раз таки та строчка, где у нас должно быть описание шанса на срабатывание, но здесь его нет. Получаемые атаки могут активировать щит, который 3 секунды поглощает значительный урон, множитель урона 800. То есть в течение 3 секунд, после того, как все-таки это дело непонятным образом сработало, мы получаем щит. Множитель 800 достаточно приятный множитель для щита. Будет он у нас стоять 3 секунды, ну, соответственно, если только его не пробьет урон больше, чем он может поглотить. При активации щита вся пехота этого командира также получит плюс 15% к атаке на 3 секунды. И смотрите, где это работает. Многие могут сказать, что вроде бы просадить свой отряд в 50% это, наверное, невыгодно и не стоит воевать таким отрядом, стоит его пойти обновить. Конечно, когда у вас на это есть возможность, вы рядом с своим замком, вы это легко сделаете. Но когда вы находитесь в полномасштабных боевых действиях, зачастую, во-первых, ваша связка, основная связка, куда прокачивается Леонид, самая синергичная связка, уходит под фокус. И как раз таки опуститься в 50% не составляет какой-то большой проблемы. Второй момент. Когда вы находитесь в Мордорболе, вы никуда не будете уходить с стратегической
критической точке. Вы будете стоять, пока ваш отряд не умрет. Соответственно, также просесть 50% там будет несложно и получить эти усиления. Далее, есть такой момент, что экспертиза Леонида, а я говорю о том, что Леонида стоит фулить, позволяет нам, когда наш отряд уже уходит 10%, получать меньше тяжелораненых. То есть, в принципе, фокусная связка с Леонидом, фокусная, почему я сказал, потому что прокачивать мы его будем для Гуаня. В первую очередь, это самая синергичная связка. Сейчас мы еще увидим синергию этого навыка, как раз-таки третьего с Гуанем. Эта связка, соответственно, на экспертке от Леонида, даже если умирает, она не получает большого количества тяжелораненых. И вот эта дистанция от 50% воинов до окончания жизни вашего отряда очень даже может быть плодотворной с точки зрения, сколько вы нанесете урона. Потому что этой связкой я играю очень давно и знаю, что даже можно наколотить больше сопернику тяжей, когда вы ушли в 50 на вот этой дистанции, пока ваш отряд не умер, либо там не сдулся почти под ноль, и вы его увели, чем вы, например, воюете, пока эта связка не опустилась до 50%. То есть ситуации разные, и уйти в 50%, получить это усиление, в принципе, это совершенно рабочая, частая ситуация. Так вот, поэтому я ответил на тот вопрос, что в 50% воинов эта связка уходит часто. Ну, соответственно, Леонид. И как раз-таки давайте поговорим о связке. О той связке, для которой делают Леонида. Это связка с Гуанем, как я и сказал, что она фокусная. Она очень уронная по области, поэтому ее стараются быстро убрать. Просели в 50%, и на экспертке Гуаня мы можем получить еще одно усиление, как раз-таки от третьего навыка Леонида. Когда Гуань получает щит, соответственно, мы получим при активации третьего навыка Леонида щит, урон от его навыков повышается на 15% на 3 секунды. То есть, как это работает? Если мы попали в этот цикл, то есть у нас стал щит, и, соответственно, Гуань начал синергировать с ним своей эксперткой, в течение 3 секунд, если он кастанул свой активный навык, соответственно, активный навык Гуани мы все знаем, это большой множитель урона по области. Мы нанесем урон как раз-таки вот с этим усилением от Леонида. И 15% к атаке будут работать, и, соответственно, 15% урона от навыка у нас также будут работать. Поэтому я и говорю, что этот навык вроде бы выглядит несерьезно, но этот навык в синергии связки очень важен. И если даже не в синергии этой связки, а в какой-то другой связке вы используете Леонида, то щит и бонус к атаке тоже важно. Но с Гуанем это будет работать лучше всего. Теперь давайте я вам покажу небольшие тесты, вернее результаты тестов, которые позволяют нам примерно понимать, что этот навык действительно работает, что третий навык Леонида действительно активируется и достаточно часто. Смотрите, я провел 5 тестов, в которых я выводил Леонида с Т4 войсками. Количество войск было разное, где-то там 50 Т4 пехотинцев, где-то 30 даже было. Это, в принципе, не важно, потому что до теста я сначала просаживал эту связку под 50%. То есть, если я выводил 40 тысяч юнитов, я сначала варваров просаживал до 20 тысяч, потом только вновь нападал на отряд варваров и уже, соответственно, получал работу этого навыка. И вот такие результаты у меня получились. То есть, в среднем здесь везде по 100 ходов. Я брал первые 100 ходов и высчитывал, сколько раз активируется этот навык. Причем здесь есть небольшое количество в ходах. Связано это с тем, что, например, если посмотреть на первую строчку, да, 102 хода, последняя активация навыка пришлась на 99-й ход. Соответственно, 100-й ход, 101-й ход и 102-й также работали под этим навыком, так как этот навык работает у нас 3 секунды. И получается, что в один ход он активируется, а последующие 3 хода он у нас работает. То есть мы как раз-таки получаем это усиление. Смотрите на лучший результат. В 4-м тесте за 103 хода было 11 акtivаций этого навыка. Почему, опять же, за 103 хода? Потому что на 100-й ход также активировался этот навык, и, соответственно, у нас 101, 102 и 103
ход тоже было усиление от этого навыка. И с учетом того, что мы 11 раз активировали этот навык, смогли получить шанс на его срабатывание, из 103 ходов 33 хода мы были под этим усилением. То есть мы имели этот щит. Опять же, в зависимости от того, что если приходит в него урон больше, чем этот щит, он может упасть, но тем не менее он активировался. И 3 хода мы получали бонус 15% к атаке пехоты. Это самый лучший результат. Первый и второй тест очень меня удивили, потому что за 102 хода и за 95 ходов я получил ровно по 7 активаций. Почему во втором тесте именно 95 ходов? Потому что, опять же, щит активировался у меня на 93 ход. И получается, что еще плюсом я добавил ходы, в которые мы также получали это усиление. Получается, что из 95 ходов и из 102 ходов в первые два теста 21 ход мы работали с этим усилением. Это у нас получается, то есть, очень большое количество ходов из 100. То есть это 1/5, грубо говоря. В четвертом тесте это получается вообще 1/3. Примерно 1/3 дистанции мы работали под этим усилением. Далее, третий и пятый тест также показали удивительно одинаковые результаты. То есть за 100 ходов было 6 активаций и, соответственно, 18 ходов из 100 мы работали под этим усилением. Причем первый, второй, третий и пятый тест у нас, они очень близкие, то есть 7 и 6 раз активировался этот навык. То есть, в принципе, для наглядности вам вот такие результаты по активации этого навыка. И кто-то может даже, наверное, взять, провести прям большое количество тестов, кому это интересно, кто любит эту математику и кто, так скажем, не жалеет свое время на такие вещи. Вы можете в целом даже посчитать процент, то есть примерно 10 или 10-15% шанс на активацию этого навыка. Меня этот процент не интересует. Я думаю, что большинство игроков в целом какое число там напишут, оно будет неинтересно. А вот сами результаты действительно дают понять, что навык работает и будет он активироваться у вас на дистанции боя после того, как вы просили в 50%, достаточно часто, и будет занимать, помимо того, что он активировался, большое количество ходов из тех, которые вы сделали, вы будете именно под этим усилением. Далее. Также хочу добавить в этом видео немножечко о четвертом навыке, так как в начале видео я сказал, что я не согласен с утверждением, что Леонид не должен фулиться, потому что как раз-таки третий навык, который мы разобрали, и четвертый навык, это навыки, которые дают очень хорошее усиление. Если по третьему навыку мы видим, что, естественно, лучшее усиление будет только под связкой Гуаня, то в четвертом навыке неважно будет какая связка. Если вы качаете Леонида, то четвертый навык будет давать очень хорошее усиление. Четвертый навык. Пока войска этого командира на карте, каждая атака с вероятностью в 25%, здесь у нас, слава богу, прописан шанс, может дать им 10% к урону на 5 секунд. Эффект накапливается до 4 раз. То есть мы можем настакать до 40% бонуса к урону, и это будет работать вообще в любой связке просто классно. В том числе в самой лучшей, в самой синергичной связке это Гуань-Леонид. Вы будете получать бонус к урону, то есть от 10 до 40% вы можете настакать. Даже 10% бонус к урону это много. Если вам удалось настакать 40%, Гуань будет под это дело выдавать, так скажем, очень большое количество урона. Поэтому четвертый навык также обязателен для прокачки, и Леонид стоит своих денег. И экспертка, про нее также ранее говорил, когда в войсках этого командира остается 10% воинов, они наносят на 400% больше урона. И, кстати, опять же, много раз обращал внимание, смотрел на отчеты, и было много ситуаций, когда у меня уже наполовину мертвый отряд Гуани и Леонида оставался в бою, я мог нанести очень много урона. То есть складывалась такая боевая ситуация, что я раскручивался просто где-то в гуще событий,
все работало, то есть начинала работать именно экспертка Гуаня под третьим навыком Леонида. Мы получали бонус. Когда мы уходили в 10 и уже там отряд практически умирал, то мы еще получали в 400. Здесь все это работало под этим бонусом, ну то есть успевало сработать. И при этом я получал меньше урона. То есть, соответственно, у меня в принципе в этой связке тяжей всегда меньше, чем в других связках. Ну, зачастую меньше. Поэтому давайте смотреть на навыки правильно. Если вам понравилось это видео и у вас есть, например, вопрос к какому-то другому командиру по навыку, то обязательно пишите в комментариях. Я попытаюсь разобраться и записать для вас такой же видосик. И сделаем, в принципе, такую рубрику на канале, которая будет, наверное, полезна многим игрокам. На этом буду заканчивать. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Фриги Викинг. Скоро увидимся.